Привет. Сегодня я продолжаю свое путешествие. Привет. Сегодня я продолжаю свое путешествие по Чукотке. Еду на 25 километров от Анадыря в сердце. Сердце чукотской тундры. Огромное спасибо хочу выразить представителям и сотрудникам компании ЧукотСнаб за предоставленную возможность и технику совершить это увлекательное путешествие, которое я вам сейчас и покажу. Целью сегодняшнего путешествия является рыбалка, но уже не корюшки, а более солидной рыбы. С погодой сегодня повезло меньше, часть маршрута пойдет по лиману, а часть по тундре. А эта вынужденная остановка у мыса Толстый была сделана из-за того, что мы увидели нерпу, которая отдыхала на льду. Но близко себе не подпустила, посмотрели только прорубь. Почти 1,5 часа мы потратили на дорогу. За это время я увидел 3 нерпы, и у нас оторвало сани от снегохода. Но умелыми действиями, а в тундре по-другому и нельзя, веревками и обычными матами это все было поставлено на место. Пока мы ехали, погода поменялась 3 раза. Появлялся туман, выходило солнце, заходило солнце и усиливался ветер шквальный. Я вообще впервые на зимней рыбалке и был удивлен, что шуруповерт может исполнять роль бура. Нам пришлось его надставлять 2 раза, так как толщина льда здесь 1,80 м с лишним даже. Но вот, досверлившись, мы подготовили 9 лунок, 5 поджерлиц и 3 поддонки. Мы были готовы. Не томи, думают многие, но это менее динамичная рыбалка, чем корюшка. Здесь все должно быть продумано и выстроено. Ну вот, все и началось. Погода улучшилась, мы заняли красивые позы у лунок и первый улов. Саня! Знакомьтесь, это сик. Я его впервые держал в руках, а не вилкой с ножом у тарелки. Чем мне нравится зимняя рыбалка, что можно в совершенно свободной манере ловить. Вот, например, так, лежа. Кстати, сик очень любит красную икру. Ну, а далее вот наш улов. Конечно, мы поймать хотели хариуса еще, но на блесну не брал. Но зато вот эту щучку мы поймали на вчерашнюю корюшку. Но потом нежданно-негаданно появился лис. Ну как нежданно, мы свистнули в приманку для лисы с голосом зайца. И вот минут через 15 он появился на горизонте. Потом начал наворачивать круги, делая вид, что совершенно мы ему не интересны. А сам подходил все ближе и ближе к нашей рыбе, которая лежала и сильно пахло, видно для него, у лунки. Но мы покормили лиса и пообщались с ним немножко. Он еще около часа был рядом с нами. И это, конечно, потрясающе, когда с тобой взаимодействует природа. Ну а рыба рано или поздно перестает клевать, и на первое место выходят новые забавы. Например, стрельба по пластиковой бутылке. Во всех мужчинах заложена любовь к стрельбе и рыбной ловле. И, естественно, далее потом разговор: а я такую поймала, а у меня вот такое, посмотри. Это как детский сад, но все-таки это же приятно. Мне тоже удалось поразить эту бутылку 3 из 5. Хотя со мной рядом были профессионалы, которые сумели сделать иной результат. 5 из 5. Опыт. Конечно, никакая камера, даже очень хорошая, не может передать все красоты, которые окружают тебя, потому что действует все. Солнечные лучи, ветер, запах. Ах! Ну вот, сегодня мы уехали за 25 километров от города и приехали вот на такое озеро. Совершенно пустое, сегодня туман и не видно горизонта, нету солнца, но зато есть рыба. Сейчас все покажу. Ну вот такой вот вариант бывает здесь. Лиса живая пришла к нам в гости, чтобы пообщаться, перехватить чего-нибудь поесть. Говорят, что зайцы ушли в этом году, их нету, и поэтому лисы голодают, и приходится их вот таким образом встречать и кормить. Ну все, опустился туман, делать здесь уже больше нечего. Отправляемся в обратный путь. Час. На обратном пути сделали небольшую остановку у мыса Толстый. Посмотрите, сколько снега намело. Это просто надувы.
Здесь уровень лимана и вот такой красивейший мыс. Ах, неописуемо. Ну а путь домой оказался не таким уж и легким, потому что опустился туман и ничегошеньки стало не видно. Но это мне напомнило какую-то медитацию, когда ты едешь, а впереди тебя ничего, только маленький огонек, который ведет тебя ни слева, ни справа. Пустота. И только ты и звук твоего снегохода. Еще раз я выражаю огромную благодарность всем сотрудникам компании Чукотснаб. Спасибо огромное за это путешествие, которое останется со мной на всю жизнь.